Про Гульсум Ахмету Нувалееву я узнал 6 октября 2012 года, в начале 10 утра, от дежурного по отделу. Дербышки, пятиэтажка на первой линии от леса, первый этаж. Соседка зашла вернуть 3-литровую банку. Дверь оказалась не заперта, хозяйка лежала на кухне. Все, что было в трубке, уложилось в 4 фразы. Мне тогда было 32 года. Из них 7 я работал следователем. И я искренне считал, что читаю людей быстрее, чем они успевают открыть рот. Руки, плечи, куда девает взгляд, чем пахнет. Этого мне хватало. Слова я не слушал вообще. Слова – это то, что человек хочет мне продать. А я не покупаю. Двор был из тех, где по будням до вечера пусто. Работяги на работе, детвора в школе. У подъездов только пенсионеры и коты. У гаражей курили 2 зевак. 3-й, серый мужичок в спецовке, возился с замком. Даже голову не поднял в нашу сторону. Я его срисовал автоматически, как срисовываю всех. Ни боец, ни бегун. Плечи никакие. Пустое место. И пошел дальше. Запомните это место. Я к нему еще вернусь. Через 8 лет. Следственно-оперативная группа собралась в полном составе. Я, криминалист с чемоданом, судебно-медицинский эксперт и 2 оперативников из районного уголовного розыска. Старшим от розыска был Сафин Марат Эльдарович, зубр под 40 с рукопожатием, как тиски. Единственный человек в отделе, которому я не пытался ничего доказывать. Мы с ним говорили на одном языке, коротко и по делу. Квартира встретила нас запахом стирального порошка. Нелегким запахом. Порошок был рассыпан по полу прихожей и кухни щедро, горстями, как будто кто-то солил дорожку. Я такое видел 2-й раз в жизни. Первый раз у рецидивиста, который знал, что по его следу пустят служебную собаку, и заранее убил ей нюх. «Ученый», — сказал Сафин Марат Эльдарович от двери. «Ученый», — согласился я. Работали по порядку, как положено. Сначала статическая стадия. Ничего не трогаем, фиксируем. Криминалист отснял общий вид, взаиморасположение предметов, положение тела. Я диктовал в протокол осмотра места происшествия. Кухня площадью около 6 квадратных метров. Стол сдвинут к окну, табурет опрокинут. На полу тело пожилой женщины, лежит на спине, головой к плите. На шее матерчатый пояс от халата, затянут узлом. Сам халат на хозяйке. То есть он не принес с собой ничего. Веревку ему выдала сама квартира. Потом динамическая стадия. Вместе с судебно-медицинским экспертом перевернули тело, осмотрели под ним. Кровоподтеки на лице и предплечьях. Ее сначала били, потом душили. Эксперт по температуре тела и трупным пятнам дал предварительно. Смерть наступила накануне, 5 октября, во 2-й половине дня. В комнате. Выпотрошенный сервант. Дверца настежь. Белье из ящиков комода вывернуто на пол. Шкатулка из-под украшений пустая, крышка отдельно. На серванте под салфеткой осталась сберегательная книжка. Ее не взяли. Взяли то, что можно унести в кармане и продать за час. Я стоял над этой шкатулкой дольше, чем требовалось для протокола. Есть вещи, от которых у меня внутри включается счетчик. Обычная злость, рабочая. Она как электричество в сети. Пришел на службу – включил. Ушел – выключил. А тут счетчик щелкнул и не выключился. Женщине был 81 год. Она весила килограммов 50. Ее били кулаками, прежде чем задушить ее же поясом. Я отменил все планы на выходные, не отходя от серванта. Никому об этом не сказал. Просто отменил. Криминалист позвал меня в прихожую. На линолеуме, там, где порошок лег тонко, отпечатался след обуви. 42-й размер, рисунок подошвы, косая елочка с поперечным рубцом на каблуке. Он же, фрагментом, на пороге кухни. Изъяли на пленку, сфотографировали с масштабной линейкой. Пояс шеи потерпевшей упаковали отдельно, в бумагу. Если душил голыми руками за ткань, на ткани мог остаться его биологический материал. Направим на экспертизу. Посмотрим, что он нам оставил, кроме следа. Соседку, которая обнаружила тело, я пошел опрашивать сам, в ее квартиру напротив.
Крылова Тамара Петровна, 74 года. Про себя я ее окрестил Сорокой, по первому впечатлению. Маленькая, быстрая, глаза блестят, рот не закрывается. Клички у меня выдаются мгновенно и бесплатно. Правда, иногда потом приходится их отбирать. Дверь у нее была на цепочке. Я показал удостоверение в щель, развернул, подержал, чтобы она прочитала. «Тамара Петровна, я следователь, Гордеев Виктор Михайлович. Разрешите войти? Мне нужна ваша помощь». Она открыла. Я подождал, пока она пройдет вперед, придержал дверь, в комнате не сел, пока не села она. С пожилыми я работаю не так, как с остальными. Не потому, что в академии учили. Потому что так надо. И точка. Кто со мной не согласен, может высказать это мне лично. Присаживайтесь, пожалуйста, Тамара Петровна. Расскажите про вчерашний день. Все, что вспомните, любую мелочь. И вот тут Сорока перестала быть Сорокой. Она рассказывала 40 минут, и в этом потоке была настоящая руда. Гульсум Ахметовна жила одна 12 лет, с тех пор, как похоронила мужа. Сын в Сургуте звонил по праздникам. Пенсию приносили 4 числа, позавчера. Из квартиры она выходила только в аптеку и в магазин у остановки. Сумку поднимала с трудом. А вчера, 5 октября, часа в 3 дня, Тамара Петровна видела на лестничной площадке мужчину. «Из коммунхоза», — сказала она уверенно. «Вежливый такой. Я мусор выносила, а он у двери». Гульсум стоит и говорит ей. «Вентиляцию, — говорит, — проверяем по всему дому. Задыхаться зимой будете». Культурно так говорит, спокойно. «Тамара Петровна, опишите его, пожалуйста. Рост, лицо, одежда. Что запомнилось?» Она задумалась, и я увидел, как она честно перебирает картинку в памяти. А картинка расползается. Обыкновенный. Не старый, не молодой. Куртка темная. Сумка через плечо, как у мастеров. Лицо... Она развела руками виновато. Вот, верите, нет? Смотрела на него и не запомнила. Обыкновенный он. Как все. Я записал каждое слово, но внутри уже поставил на этих показаниях жирный минус. Обыкновенный, как все, это не примета. Это дырка от приметы. Мне нужен был человек, а мне описали пустое место. Я тогда еще не знал, что это и была самая точная примета из всех возможных. Что пустое место – это не отсутствие описания. Это и есть описание. Вечером я сидел в отделе и оформлял бумаги. Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии. И по части 4 статьи 162. Разбой. Назначил судебно-медицинскую экспертизу трупа, дактилоскопическую, назначил биологическую по поясу халата. Сафин Марат Эльдарович со своими операми ушел в подворный обход. Коммунхоз, управляющая компания, все, кто ходит по квартирам спецовки. Картинка у меня в голове сложилась быстро, и она мне не нравилась. Он вошел без взлома, она сама открыла. Он говорил про вентиляцию, значит, готовил легенду. Он не принес орудие, значит, знал, что найдет на месте. Он рассыпал порошок, значит, думал о собаке раньше, чем о душе. Это не пьяная дурь и не сорвавшийся домушник. Это человек, который пришел к беспомощной старухе как на работу. Спокойно, культурно, по графику. Я разложил на столе фотографии с осмотра и смотрел на них, пока не начали слипаться цифры на часах. Такие дела я привык брать нахрапом. Найти, прижать, расколоть. Схема простая, осечек мало. Я был уверен, что и этого возьму за неделю, максимум за 2. Он же ходячий ноль. Его даже свидетели не запоминают. Куда такому от меня деться? Через неделю у меня не было ничего. Но об этом по порядку. Обход дал нам 3 десятка фамилий. Все, кто по роду занятий ходят по чужим квартирам. Сантехники, электрики, газовщики, соцработники. Список я прочесывал лично и на 2-й странице зацепился взглядом за строчку. Пронин Сергей Валерьевич, 38 лет.
Сантехник жилищно-эксплуатационного участка. Судим за грабеж. Участок обслуживал соседний квартал. Судимость за грабеж – это вам не кража по пьяни. Это когда человек уже решил для себя, что чужое можно брать силой. Я вцепился у него как клещ. Все сходилось так гладко, что я даже не стал дочитывать остальной список. Зачем? Когда вот он, готовый. Ходит по квартирам спецовки. Знает, у кого какие двери и кто живет один. Судим за то, что брал чужой силой. Плюс, и это решило дело в моей внутренней бухгалтерии, когда мы приехали к нему на участок, он мне сразу не понравился. Здоровый, наглый, смотрел в упор, руки в карманах. Я таких за версту чую, и я решил, что учуял. На допрос я его вызвал повесткой, посадил напротив и начал давить с порога. 5 октября, 2-я половина дня. Где был? Кто видел? Кто подтвердит? На участке был. В журнале заявок посмотрите. Журнал ваш мастер задним числом заполняет. Я уже посмотрел. Еще раз. Где был? Он наклонился через стол, не отодвинулся от меня, а наклонился ко мне. Такое запоминаешь. И сказал ровно: «Начальник, я на грабеже погорел, когда мне 20 было. С тех пор гайки кручу. Хочешь на меня старуху повесить? Вешай. У тебя погоны. Только настоящий-то пока гуляет». Красиво сказал. Я не поверил ни одному слову. Я словам вообще не верю. Но взять его было не на чем. И он это знал не хуже меня. Отпечатки из квартиры Валеевой Гульсум Махметовны с его дактилокартой не совпали. След обуви – 42 размер, а у Пронина Сергея Валерьевича – 45-й. Лапа медвежья. Я и это себе объяснил. Обувь мог надеть чужую, след мог оставить подельник. Когда очень хочешь, чтобы человек был виноват, объяснения растут сами, как плесень в сыром углу. 2 недели опера отрабатывали Пронина Сергея Валерьевича. Маршруты, связи, скупки, ломбарды. На 10-й день Сафин Марат Ильдарович положил мне на стол справку и сказал одно слово. Пусто. А на 12-й день пришло заключение биологической экспертизы по поясу халата. В узле ткани эксперты выделили генотип неустановленного мужчины. Полный. Пригодный для идентификации профиль. Проверили по региональной базе. Совпадений нет. Сравнили с образцом Пронина Сергея Валерьевича, который тот дал добровольный, даже с издевкой. Не совпадает. Вообще никак. Вот тогда я впервые сел и молча пересчитал, во что обошлась моя чуйка. 2 недели. 14 дней лучшие опера района ходили за невиновным мужиком, потому что мне понравилось, как он похож на преступника. А настоящий, обыкновенный, как все, пустое место эти 14 дней жил себе спокойно. Я поднял список обхода и прочитал его заново, с первой строчки до последней, уже без любимчиков. 32 фамилии. Слесари, монтажники, разнорабочие. Кого-то опросили мои ребята, кого-то участковый. Галочки стояли везде. Непричастен, непричастен, непричастен. Я читал эти фамилии и понимал, что ни одна мне ничего не говорит, потому что в первый раз я их даже не читал. Я тогда искал зверя, а список был про людей. Никому я этого не сказал. Пронину Сергею Валерьевичу извинений не приносил. Работа такая, перебьется. Но кличку, которую выдал ему в первый день, «Уголек», за черный взгляд, внутри себя у него отобрал. Мужик как мужик. Гайки крутит. Дальше пошла рутина, про которую кино не снимают. Запросы в ломбарды и скупки по золотым серьгам. Приметы дал сын, приехавший из Сургута на похороны. Ориентировки. Повторные опросы жильцов. Тамару Петровну Крылову я опрашивал еще дважды. Возил ей альбомы из картотеки, судимых за грабежи и разбои. Она смотрела каждую фотографию честно, подолгу, и каждый раз говорила одно и то же. Не он. Не такой. Тот был обыкновенный. В конце октября я сделал то, что надо было сделать в первый же день. Сел за архив и запросил по республике сводки по аналогичным эпизодам. Логика простая. Человек с готовой легендой и порошком в кармане
не начинает с 81-го года жизни своей жертвы. Так не бывает. Такой почерк нарабатывается. Ответ пришел через неделю. Март 2011. Казань. Пенсионерка 83 лет, задушена косынкой. Квартира обыскана. Лето 2011. Нижнекамск. Пенсионерка 79 лет, задушена кухонным полотенцем. Перед уходом преступник поджег постель, пожарные успели. Поэтому эпизод сохранился в сводках как убийство, а не как пожар с трупом. По обоим делам глухо. По обоим одинокие женщины, первый, второй этаж, без следов взлома. Обе, по словам соседей, чужих не боялись и открывали, если человек по делу. Я разложил 3 тонких дела рядом на столе, и они легли, как 3 патрона в одну обойму. 1 город – совпадение. 2 города – тенденция. Я написал рапорт руководству. Истребовать сведения по соседним регионам – Мари-Эл, Чувашия, Удмуртия. Резолюция пришла быстрая и кислая. Работайте по своему эпизоду, не плодите панику. У соседей свои следователи есть. У соседей свои следователи есть. Эту фразу я потом вспоминал 8 лет, а новых эпизодов в Казани больше не было. Мы тогда не знали, что 5 октября 2012-го, день Гульсум Ахметовны, станет последним днем всей серии. Что он остановится сам, и никто никогда внятно не объяснит, почему. Для нас ничего не остановилось. Просто дело по Валеевой, Гульсум Ахметовне, к весне встало намертво. Все версии отработаны, все совпадения пустые, генотип есть, сравнить не с кем. Такие дела приостанавливают за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Я подписывал это постановление, как подписывают капитуляцию, и убрал дело в сейф, на полку, где у каждого следователя лежит его личное кладбище. Только одно я себе тогда пообещал. Полка не навсегда. Пояс от халата с чужим генотипом лежал в камере хранения вещественных доказательств и ждал. И я ждал. Я умею ждать, когда счетчик включен. Ждать пришлось до 2014 года. Осенью меня вызвали в управление, в кабинет, где на длинном столе уже лежали карты, и не только Татарстана. К тому времени криминалисты сделали то, чего не могла сделать ни одна резолюция. Генотип заговорил сам. Профиль с пояса Гульсум Ахметовны совпал с биологическими следами из Нижнекамска. Потом из Волжска, это Мари-Эл, 40 минут на автобусе от Казани. Потом пришли совпадения из Ижевска, 3 эпизода. Из Чебоксар. Из Уфы – 2. Из Перми, из Самары, из Нижнего Новгорода. Когда регионы наконец начали сличать нераскрытые удушения пенсионерок между собой, совпадения посыпались, как горох из дырявого мешка. К генотипу добавилась трассология. На десятках мест происшествий след обуви 42-го размера, тот же рисунок, косая елочка с рубцом на каблуке. Мой след. Тот самый, с линолеума в Дербышках. Вынесли постановление о соединении уголовных дел в одно производство. Когда я впервые увидел итоговую справку, я перечитал ее 3 раза, потому что с первого раза мозг отказывался принимать цифры. 31 убийство. 3 покушения. 3 женщины выжили после его рук. 33 разбойных нападения. 15 городов, 12 субъектов, от Москвы до Челябинска. 19 месяцев работы, с 5 марта 2011 по 5 октября 2012. В среднем больше 1,5 убийств в месяц. И последний эпизод всей серии. Моя Гульсум Ахметовна Валеева. Дело передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Создали межрегиональную следственную группу. Меня включили туда одним из первых, как следователя по последнему эпизоду и как человека, который еще в 2012 году писал рапорт про соседние регионы. Начальник, вручая предписание, сказал: «Радуйся, ты был прав». Я не радовался. Быть правым в таких делах – паршивая награда. Моя правота стоила 2 года, за которые колода так и пролежала рассыпанной. Работа группы изнутри выглядела не как в сериалах,
а как бухгалтерия горя. Мы свезли в одно место тома из 15 городов и начали читать. Я читал протоколы осмотров чужих эпизодов неделями, и из них складывался человек, которого никто не видел. Везде одно и то же, как под копирку. Одинокая женщина от 75 до 90. Пятиэтажка, первый-второй этаж. Никаких следов взлома. Открывали сами. Соседи вспоминают мастера из ЖЭКа, проверяющего вентиляцию. С водоканала. Вежливый, обыкновенный. Лица не запомнил никто. Никто. В 15 городах. Удушение подручными средствами. Пояса халатов, косынки, фартуки, полотенца, электрический провод. Он ни разу не принес орудие с собой. За 19 месяцев ни разу. Взято. Пенсии, гробовые из-под матрасов, обручальные кольца, серьги. В 8 эпизодах поджог перед уходом. В нескольких рассыпанная по полу химия, мой почерк со стиральным порошком. По этим томам я выучил его, как выучивают повадки зверя по следам, ни разу не увидев самого зверя. Он ездил междугородними автобусами. Единственный транспорт, где не спрашивают паспорт и не пишут тебя ни в одну базу. Приезжал в город утром, уезжал вечером или на следующий день. Города выбирал одинаковые. Да, они в России и есть одинаковые. Те же пятиэтажки, те же дворы, тот же ЖЭК. Он в любом городе страны был дома. Высматривал. Одна выжившая, 82-летняя женщина из Ижевска показала. За неделю до нападения к ней у магазина подошел вежливый мужчина. Помог донести сумку до подъезда, до самой двери. Лица не запомнила. Другую зацепку дал оперативник из Самары. По 2 адресам соседи видели, как за несколько дней до убийства во дворе крутился человек и разглядывал окна. Мы долго не могли понять, что он в них высматривал. Поняли позже, на его же допросе. И от этой детали меня повело сильнее, чем от иных фотографий. Он искал грязные стекла. Немытое окно. Значит, за ним живет тот, у кого уже нет сил помыть окно. И некому помыть. Он выбирал жертву по самому честному признаку одиночества, какой есть у старости. Вот тут мой счетчик, включившийся над пустой шкатулкой в Дербышках, перешел в другой режим. Я по-прежнему делил мир на сильных и слабых, я так устроен. Но этот, он не был ни тем, ни другим. Хищник дерется с тем, кто может ответить. У него есть риск. Есть шкура на кону. Этот выбирал тех, кто гарантированно не ответит, и убивал их за 8 тысяч рублей пенсии. В моей системе координат для такого не было полки. Пришлось строить новую. А еще меня душила простая арифметика, о которой я никому не говорил вслух. Серия началась 5 марта 2011. Мой эпизод. Октябрь 12. 31. Последний. Если бы в 2011 году кто-то, не я, любой, в любом из городов, сличил 2 первых эпизода и поднял тревогу на всю страну, Гульсум Ахметовна Валеева открыла бы своему вежливому мастеру дверь, а он бы к ней не пришел, потому что сидел бы. 29 женщин из 31 убиты после того, как серия уже была серией. Просто никто этого не видел, потому что каждый смотрел только в свой сейф. У соседей свои следователи есть. Розыск развернули такой, каких я больше не видел за всю службу. Отрабатывали вахтовиков, дальнобойщиков, проводников, камевояжеров, судимых за корыстно-насильственные преступления по всем 15 городам. Начался массовый отбор образцов у поднадзорных, у работников ЖЭКов и управляющих компаний, у всех, кто попадал в поле зрения. Счет проверенных пошел на тысячи. Генотип есть, следы есть, почерк есть. Не было одного человека. Мы знали о нем все, кроме имени. И каждый месяц я открывал сводку совпадений по базе с одним и тем же вопросом и получал один и тот же ответ. Нет, нет, нет. Годы с 15 по 20 я могу пересказать одной строкой из итоговой справки. Проверено на причастность более 10 тысяч человек. Проведено более 5 тысяч экспертных исследований.
За этой строкой моя жизнь. 10 тысяч мужчин. У каждого биография, алиби, образец ДНК, ватная палочка за щеку, конверт, реестр, лаборатория. 5000 заключений, и в графе «Вывод» 5000 раз одно и то же. Генотип не совпадает. Я научился читать это заключение с конца. С генетиком нашей группы, Захаровой Ольгой Николаевной, мы за эти годы съели не пуд соли, а вагон. Она единственная разговаривала со мной без скидок на погоны и звания. «Виктор Михайлович, поймите вы, наконец», — говорила она, когда я в очередной раз привозил ей на проверку очередную перспективную пачку образцов. «Он не в базе, его там нет. База — это судимые после введения учета, а ваш человек либо не судим вообще, либо судим тогда, когда генотипы еще не собирали. Вы ищете ключи под фонарем, потому что под фонарем светло. А где искать? В темноте», — отвечала она. «Там, где не светло». Версии мы отрабатывали и хоронили десятками. Вахтовики — пусто. Дальнобойщики — пусто. Его география ложилась не на трассы, а на автобусные маршруты. Бывшие сотрудники коммунальных служб по всем 15 городам — пусто. Психиатрический учет — пусто. Была красивая версия про проводника поездов. Сгорела. В 2 эпизодах дата убийства не билась с расписанием ни одной бригады. На каждую версию уходили месяцы. Хоронили молча, без оркестра. И брались за следующую. В 16 году я поймал себя на том, что стал по-другому вести допросы. Все, не только по этой серии. Раньше я входил в кабинет, за 3 секунды взвешивал человека. Боец, не боец, сломается, не сломается. И работал по весам. Теперь я ловил себя на том, что дольше всего смотрю на самых незаметных. На тихих. На тех, кого раньше пролистывал как рекламу. Привычка, купленная за 31 жизнь. Самый опасный в комнате. Тот, кого ты не заметил. Сафин Марат Эльдарович, к тому времени подполковник, однажды сказал мне после совместного допроса: «Ты стал медленный». Я ответил: «Я стал внимательный». Оба были правы. В Дербышке я ездил каждый год, сам, без надобности. Тамара Петровна Крылова сдавала на глазах. В 17-м она уже плохо ходила, но голова оставалась ясной. Я привозил ей лекарства по списку, которые она диктовала мне по телефону. Сидел на той же кухне, пил чай из того же сервиза. Про дело она спрашивала одинаково. «Не нашли еще вашего обыкновенного?» «Ищем, Тамара Петровна». «Найдем». «Вы уж поторопитесь, Виктор Михайлович. Мне ведь тоже недолго осталось. А я хочу посмотреть, какое у него лицо. Я ведь его видела, а лица не помню. Так и живу с этим». Она умерла в 19-м году, зимой, не дожив до ответа год. На похороны я поехал в свой выходной и никому на работе не сказал, куда еду. Из всех свидетелей по моему эпизоду она была последней, кто видел его живьем и вблизи. Теперь его не помнил уже никто. А в 20-м году темнота, про которую говорила Захарова Ольга Николаевна, начала рассеиваться не от фонаря, а от метода. К тому времени в практику вошла родственная идентификация. Если самого человека в базе нет, его может выдать кровь. Не его кровь, кровь его родни. Генотип отца и генотип сына совпадают наполовину, и это половинное сходство машина умеет увидеть. Мы перестали искать его. Мы стали искать его семью. Это была самая нудная и самая азартная работа за всю мою службу. Массивы образцов, собранных за годы по разным делам и проверкам, прогонялись через новый алгоритм не на полное совпадение, а на частичное, родственное. Захарова Ольга Николаевна с коллегами сидела в лаборатории такими сменами, что я ей носил еду как передачу в изолятор. И однажды в конце осени 20-го года она позвонила мне сама. По голосу я все понял раньше слов. За столько лет я впервые слышал, чтобы она волновалась. «Виктор Михайлович, есть частичные совпадения. Родственные, по материнской линии, степень родства.
предположительно мать и сын. Образец женский, пожилая женщина, проходила по рядовому забору. Казань. Казань. Ни Пермь, ни Иваново, ни Челябинск. Казань, откуда все началось и где все закончилось. Он никуда не уезжал. Все эти 8 лет, пока мы просеивали страну, он жил в получасе езды от моего кабинета. Дальше дело техники и суток. У женщин установили сыновей. Один старший давно жил в другом регионе. На даты эпизодов имел железные алиби. Второй младший, 1982 года рождения, уроженец поселка Киндери под Казанью, слесарь. Тагиров Радик Шафигулович. Судим дважды. В 2005 за кражу, в 2009 за хранение оружия. Обе судимости до серии. Обе. До того, как генотипы стали собирать в базы. Он был у государства в картотеках, в списках, под фонарем. И при этом невидимый. Я открыл его учетную фотографию и долго смотрел. Обыкновенный. Не старый, не молодой. Лицо, которое забываешь, пока смотришь на него. Тамара Петровна описала его с точностью до миллиметра. Я просто 8 лет не понимал, что это и была примета. Негласно взяли образец. По оперативной линии. С посуды. Захарова Ольга Николаевна провела сравнение вне очереди. Ночью. Утром на моем столе лежало заключение. Генотип Тагирова Радика Шафигуловича совпадает с генотипом, выделенным из биологических следов на местах происшествий. Полное совпадение по всем исследованным локусам. В том числе с пояса халата Валеевой Гульсум Ахметовны, изъятого 6 октября 2012 года. Мой пояс. Мой след. Мое дело с полки, которое оказалось не навсегда. Брали его 1 декабря 2020 года. К задержанию готовились так, будто он мог уйти сквозь стену. 8 лет неуловимости давит на психику даже тем, кто понимает, что неуловимость это статистическая, а не сверхъестественная. Установили за ним наблюдение, сняли распорядок. Распорядок оказался тоскливый, как забор. Подработки, магазин, квартира знакомой женщины, у которой он жил. Никаких признаков, что почуял. Он вообще ничего не чуял. Он просто жил. Тихо и серо, как жил всегда. Задерживали в квартире этой знакомой в Казани, утром. Пошли группой. Спецы, опера, я, как следователь. Для процессуального оформления. Дверь открыл сам. Увидел людей в форме, и я успел заметить то, что искал 8 лет в чужих протоколах. Никакой паники. Ни рывка, ни крика, ни даже удивления в полную силу. Он чуть сутулился, опустил руки и отступил в прихожую, освобождая проход. Услужливо, как пропускают сантехника. Здоровые мужики, которых я валил на задержаниях, дергались, орали, лезли в драку. Этот сложился как складной метр. Пока его оформляли, я стоял в тесной прихожей и смотрел. 1,70 м с кепкой. Сутулый. Взгляд в пол. Не от страха, а по привычке. Он всю жизнь смотрел в пол, чтобы не запоминаться. И вот тут, в чужой прихожей, пахнущей чужим завтраком, меня догнало то самое утро 6 октября 2012 года. Двор в Дербышках. Гаражи. Серый мужичок в спецовке, возившийся с замком, который не поднял головы на следственную группу. Я не могу доказать, что это был он. И никто уже не докажет. Но я помню, как срисовал его за полсекунды. Ни боец, ни бегун. Пустое место. И пошел дальше. Убийца, задушивший накануне женщину в соседнем подъезде, стоял в 30 метрах от меня. А я его отбраковал, потому что мой прицел был выставлен на сильных. 8 лет и 10 тысяч проверенных мужиков. Вот цена той полсекунды. Это я тоже никому никогда не сказал. Говорю сейчас. Первый допрос вел я. Готовился к нему как к экзамену всей жизни. Перечитал ключевые тома, выписал на отдельный лист опорные факты по 10 эпизодам. Даты, города, орудия, суммы. Метод старый, еще Костоевский, по делу Чикатило отработанный. Серийника не ломают через колено, ему ставят мат.
Фигура за фигурой, ход за ходом, пока сам не увидит, что доска пустая. Он сел напротив, аккуратно, на край стула, руки на колени. Первые полчаса отвечал односложно. «Не знаю, не был, не помню». Голос ровный, вежливый, на «вы» ко мне. И я, который 1000 раз колол здоровяков одним наездом, вдруг понял, что наезжать тут не на что. Крик от него отскочил бы, как от ваты. Он 20 лет тренировался быть незаметным. И в допросной он делал то же самое. Не защищался, а исчезал. Тогда я убрал голос и выложил первую фигуру. Заключение генетической экспертизы. Объяснил спокойно, как школьнику. Вот генотип с пояса халата. Вот ваш генотип. Вот вероятность случайного совпадения. Число с 20 нулями после запятой. Он посмотрел на бумагу без выражения. Я выложил вторую. Трассология. След 42-го размера на 30 местах происшествий. Ваш размер. Третью. География. Вот даты эпизодов в Ижевске, Уфе, Самаре. А вот установленные периоды ваших отъездов из Казани. Четвертую. Пятую. Я не повышал тон, не стучал по столу. Я просто заполнял доску, клетку за клеткой, и после каждого листа спрашивал одно. Это как объяснить? Он молчал. Потом на исходе 3-го часа спросил тихо. А чай можно? Я распорядился принести чай. С сахаром, 2 куска. Размешал ему сам, потому что руки у него были в наручниках спереди, и тянуться ему было неудобно. Поставил стакан. Он отпил, подержал стакан в ладонях, будто грелся, и сказал так же тихо, не поднимая глаз. «Ну а чего? Кушать хотел». Я за свою службу слышал сотни объяснений. Месть, ревность, обида, долги, дурь. Я думал, меня уже нельзя удивить мотивом. Кушать хотел. 31 женщина, 3 покушения, 33 разбоя, 15 городов. Кушать хотел. Он не издевался и не юродствовал, вот что было самое страшное. Он действительно так думал. В его бухгалтерии сходилось. У них пенсия, у него нет. Они слабые, он сильнее. Ему надо, они все равно старые. Он рассказывал про удушение тем же голосом, каким сосед рассказывает, как менял смеситель. Показания давал подробные, спокойные, с деталями которых не знал никто, кроме следствия и убийцы. Чем душил, где лежали деньги, в каком эпизоде поджег, в каком рассыпал химию. По моему эпизоду вспомнил все. Дербышки, 1-й этаж, вентиляция, пояс. Про Гульсум Ахметовну сказал, у нее 8000 было за иконой. Мы про икону знали. Он знал тоже. Я вел протокол ровно. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Только один раз, когда он буднично между делом сказал про одну из ижевских потерпевших. Она долго не понимала, зачем я пришел. Все чай предлагала. Я объявил перерыв в допросе. Вышел, постоял в коридоре у окна ровно столько, сколько нужно, чтобы рука перестала давить на ручку до хруста. И вернулся. В протоколе перерыв обозначен. 15 минут. Причина не указана. Причину указываю здесь. Следствие после признания не заканчивается. Оно только начинается. Признание в нашем деле стоит ровно столько, сколько стоит бумага, если под ним нет фундамента. Откажется, и что у тебя останется? Я это знал по опыту, а с Тагировым Радиком Шафигуловичем знал вдвойне. Потому что человек, у которого хватило выдержки 8 лет молчать, найдет выдержку и на отказ. Поэтому 2 года, с конца 20-го по 22-й, группа строила дом, который не рухнет, даже если из него вынуть признание целиком. Проверка показаний на месте. Эпизод за эпизодом. Его возили по городам, и он показывал. Вот подъезд, вот этаж. Вот тут стояла кровать. Деньги были в серванте, под бельем. В Дербышках он вышел из машины, огляделся и пошел к подъезду Гульсум Ахметовны сам, без подсказки. 8 лет спустя. Показал, где стоял, когда говорил ей про вентиляцию. Показал крюк через гаражи, которым уходил к остановке. Понятые,
видеозапись, протокол. Я смотрел эту запись потом раз 20. Не для дела. Дело и так стояло крепко. Я проверял себя. Можно ли было увидеть? Вот он идет по двору. Обыкновенный. Вот стоит у подъезда. Обыкновенный. Нельзя было увидеть. Можно было только проверить. Тогда, в 12-м, взять список из 32 фамилий и отработать каждую до дна, включая тихих. Особенно тихих. Судебно-медицинские экспертизы по всем эпизодам. Товароведческие по похищенному, ситуационные, психолого-психиатрическое. Вменяем, осознавал, руководил. Запросы по автовокзалам, архивы КАС. Итог лег в обвинительное заключение. Убийство 2 и более лиц заведомо для виновного, находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем. Пункты А, В, З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение, через часть 3 статьи 30. Разбой, часть 4 статьи 162. Тома дела считали на десятки. Потерпевшими признали десятки людей, детей, внуков, племянников тех, кого он выбрал за грязные окна. В суде случилось то, что я предсказал день в день. Верховный суд Республики Татарстан, первая инстанция. Тагиров Радик Шафигулович встал и заявил: «Вину не признаю. Показания на следствии дал под давлением сотрудников». Адвокат развивал: «Признание получено с нарушениями. Просим признать недопустимым». Я сидел в зале и слушал спокойно. Давления не было. Было 3 часа тишины и стопка экспертиз. И видеозаписи допросов это показывали любому, у кого есть глаза. Но главное, дом стоял без этого кирпича. Генотип не дает показаний под давлением. След 42-го размера не отказывается от своих слов. География автобусных рейсов не меняет позицию в суде. Мат, поставленный фактами, не отыгрывается назад. В этом и был смысл 2 лет работы после признания. Он и в суде переиграл меня однажды. По-своему, по-серому. Я ждал, что на процессе он хоть раз станет виден. Сорвется, огрызнется, выдаст себя. Потерпевшие вставали один за другим. Дочь, читавшая по бумажке, потому что наизусть не могла. Внук, который 8 лет держал в комнате бабушкин портрет. Он слушал их с лицом человека, пережидающего дождь на остановке. Иски о возмещении вреда общей суммой около 1 миллиона 300 тысяч рублей отказался признавать. Денег нет. 31 жизнь. И в конце денег нет. Сказанное тем же вежливым голосом, каким он говорил старухам про вентиляцию. Я хотел увидеть в клетке хищника, которого выследил. В клетке сидело пустое место. И оно оставалось пустым местом до последнего слова, в котором он не сказал ничего. 21 марта 2024 года председательствующий читал приговор несколько часов. Одно перечисление эпизодов заняло половину дня. Виновен. По всем 31 убийству, 3 покушениям, 33 разбоям. Пожизненное лишение свободы. Первые 10 лет в тюрьме. Остальное – в исправительной колонии особого режима. Иски потерпевших удовлетворить. Он выслушал стоя, держась за прутья, и не сказал ничего. Я на оглашении был. Не по службе. Моя процессуальная роль давно закончилась. Я поехал сам, сел в задний ряд, отсидел все часы перечисления и вышел, когда конвой его увел. Позвонил Сафину Марату Ильдаровичу, к тому времени уже пенсионеру, и сказал 2 слова. Пожизненное. Все. Он помолчал и ответил. Тамаре Петровне бы сказать. Я съездил и сказал, там, где она теперь. Считайте это блажью. Я считаю это отчетом перед свидетелем. Точка в деле встала 25 декабря 2025 года. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации отклонила его кассационную жалобу. Приговор вступил в законную силу окончательно. Обжаловать больше нечего и некуда. Мне об этом сказали в коридоре управления между 2 совещаниями. Я дослушал, сказал «понял» и пошел на совещание.
13 лет дела уместились в одно «понял» в коридоре. Так это и заканчивается на самом деле. Без музыки. Мне сейчас 45. Я по-прежнему работаю, по-прежнему вспыльчив, подчиненные по-прежнему предпочитают заходить ко мне с готовыми ответами, а не с вопросами. Не ждите истории про то, как страшное дело сделало из меня другого человека. Не сделало. Но кое-что я в себе перекроил, молча и без объявлений. И раз уж я взялся рассказывать честно, скажу и это. Я всю службу верил своим глазам. Вошел человек, и я его взвесил. Сильный, слабый, хищник, добыча. Весы работали безотказно, и я сделал на них карьеру. Дело Тагирова Радика Шафигуловича показало мне цену этих весов. Он не весил ничего. Он проходил через мои весы, через память Тамары Петровны, через опросные листы участковых, через 8 лет розыска по всей стране. Не потому, что был умнее нас. На допросах я убедился. Ни гений, ни злодей из книжек. Обычный слесарь с 2 судимостями и арифметикой вместо совести. Он проходил насквозь, потому что все мы ищем того, кого способны представить. А представить мы способны сильного врага. Это не страшно. Это даже лестно. Представить, что 31 женщину убил человек-никто, которого ты сам отбраковал взглядом за полсекунды. Вот на это меня не хватило. Полсекунды я отрабатывал 8 лет. Теперь я учу молодых тому, чему меня не учил никто. Не доверяй чутью. Чутье врет в обе стороны. Я говорю им, список отрабатывается весь. Не до первого красивого подозреваемого. Весь. До последней фамилии. И тщательнее всего те фамилии, за которыми ты никого не видишь. Если свидетель говорит, обыкновенный, как все, это не пустые показания. Это примета. Записывай ее крупно. И если тебе на второй день дела уже все понятно про человека, остановись и перечитай материалы. Потому что понятно тебе стало не из материалов, а из зеркала. Ты меришь его собой, а он не ты. Про Гульсу Махметовну Валееву скажу последнее. За 13 лет я узнал ее лучше, чем иных живых. Знаю, что чай она заварила в китайском сервизе. Что сына ждала каждое лето и не дождалась ни разу. Что пенсию делила на кучки по конвертам. Что дверь открывала любому, кто говорил по делу. Потому что выросла в мире, где по делу не приходили убивать. 8 тысяч рублей за иконой. Вот все, что он с нее взял. Я не смог ее защитить. Когда я впервые вошел в ее кухню, защищать было уже поздно. Все, что я мог, 13 лет не выпускать из рук нитку, которая началась с пояса ее халата. Я не выпустил. Это не возвращает людей, но это единственное, что наша работа умеет делать со смертью. Не отменить, так хотя бы назвать по имени и спросить сполна. Иногда, проезжая через Дербышки, я делаю крюк мимо того дома. Пятиэтажка стоит, двор все тот же. Только домофоны теперь на каждом подъезде и камера на углу. На 13 лет позже, чем надо было. У гаражей кто-нибудь вечно возится. То с замком, то с мотоциклом. Я больше не сканирую их на сильных и слабых. Я просто смотрю на каждого столько, сколько нужно, чтобы запомнить лицо. Привычка. Пусть будет.